Здравствуйте, уважаемые рукодельницы и гости моего канала. В данном видеоуроке вяжем торбу из двух видов пряжи. У меня вот это джут двухнитка и полиэфирный шнур 3 миллиметра. Здесь 100 метров шнура. Свою торбу я буду вязать в 2 нити. Именно джут. Уже когда перейдем к рисунку и будем использовать шнур, конечно же, в одну нить. Так, и вязать будем крючком номер 4. Так, смотрите, донышко у меня уже связано. У меня есть на канале подробный видеоурок по вязанию вот такого вот идеального круга узором галочки в раскол, когда ряды я закрываю хвостиком. Я для вязания этого круга и далее торбы оставляла хвостик где-то около метра. Тут все, конечно, напрямую зависит от размера вашей торбы. То есть вы сами можете регулировать размер вашей этой торбочки, да. У меня вот этот круг диаметром 15 сантиметров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 рядов. Получается у меня 48 столбиков без накида. Обратите, пожалуйста, внимание, что количество петель, полученных, да, при вязании круга, должно делиться на 4. Так как далее узор наш основной, который будем вязать из шнура, для узора необходимо такое количество петелек, которое делится на 4. Поэтому если вы хотите торбу побольше, вяжите круг побольше, считайте количество петелек и просто перед тем, как уже начинать вязать узор из шнура, прибавите либо убавите там 1-2 петли. То есть, я вам подсказала, а вы уже ориентируйтесь. Так, далее мы переходим к вязанию стенок. Смотрите, я уже говорила, что у меня здесь 48 столбиков без накида. Вот откуда выходит хвостик. Так, далее вяжем стенки. Вяжем стенки просто под косичку, не в раскол, а под косичку, провязывая столбики без накида. Вяжем из 2 нитей, я уже говорила, крючком номер 4. То есть это уже у нас пошли стенки, вяжем первый ряд и провязываем просто столбики без накида, 48 столбиков. Когда дойдем до конца ряда, я покажу, как закрывать хвостиком. Итак, довязываем первый ряд наших стенок, 48 петельку. Так, 2 петли на крючке и берем сейчас наш хвостик. Я уже говорила, что мы для вязания круга оставляли хвостик, ряды закрывали хвостиком. Вот так вытянули хвостик и формируем хвостиком именно последнюю петельку. Заходим с изнанки, вытягиваем наш шнур и теперь через перемычку и полупетлю вытянули далее наш хвостик. Вот мы провязали первый ряд стенок, нам еще надо провязать еще 2 таких ряда. То есть стенки у нас будет 3 рядочка просто столбиками без накида, без каких-либо прибавок. Вот у нас где выходит хвостик. В следующую петельку берем нашу основную нить и просто столбики без накида. Вяжите самостоятельно 2, 3 ряд. Далее не переключайтесь, мы переходим на шнур, причем наш узор вяжется очень, по сути, просто, с другой стороны, интересно и рельефно. И не по кругу, а мы сначала вяжем в одну сторону, потом разворачиваем вязание и будем вязать изнутри. То есть очень интересно, не переключайтесь. Вяжите самостоятельно 2, 3 ряд столбиками без накида. Так, довязываю 3 ряд стенок, провязываем последнюю петельку, 2 петли на крючке, достаем наш хвостик и провязываем последнюю петлю.
Так, опять же, если вы будете вязать торбу большего размера, то вы можете провязать и не обязательно 3 ряда стенок. Понятно, если она пошире, побольше, то гармоничнее она будет смотреться, если нижний ряд будет, ну, хотя бы 4-5 рядов. То есть и количество петелек, еще раз повторяю, полученных петелек, да, должно делиться на 4. То есть именно в этом третьем ряду, в последнем ряду из джута, вы либо прибавляете, либо убавляете. Если у вас при вязании круга не получилось такое количество, которое делится на 4. Так, я теперь прячу свои вот эти хвостики джута и перейду к вязанию красивого узора из шнура. Но джут далеко не убирайте, потому что, провязав какую-то часть из шнура, мы снова перейдем к джуту. Да, у нас такая интересная торба. Итак, теперь переходим к шнуру и вяжем наш основной узор. Начинать можно, в принципе, в любом месте. Хвостики мы спрятали, поэтому... Так, вывязываем наш узорчик. Смотрите, вытянули петельку, провязали сюда же еще одну, столбик без накида, еще один, провязали, и 1, 2, 3 воздушные петли, и сюда же еще провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, пропускаем на нашем полотне из джута 1, 2, 3 воздушные петли и в 4-ю провязываем столбик без накида. Вяжем далее наш узор. 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом под эту же косичку. 2, 3. 1, 2, 3 пропускаем и в 4-ю провязываем столбик без накида. Так, снова 1, 2, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Вот таким вот образом мы вяжем весь наш первый ряд нашего узора из шнура, да? Так, 1, 2, 3, 4-ю. Довязываем ряд до конца, я покажу, что делать далее. Так, довязываем последний элемент нашего вот этого первого рядочка узора. 1, 2, 3 воздушные петельки и 3 столбика с одним накидом. 1, все в ту же петельку. 2, 3 и закрываем наш первый ряд. Так. Закрываем вот сюда, под эту косичку, то есть там, где мы провязывали одновременно 2 столбика без накида, под эту косичку соединительной петлей. И теперь смотрите, вяжем не по кругу, разворачиваем наше вязание, далее будем вязать изнутри. Провязываем соединительную петельку, 1, 2, и смотрите, вот у нас вот этот столбик с накидом предыдущего ряда, делаем накид и вот так рельефно за него провязываем 1 столбик с накидом, 1, 2, 3 воздушные петли. И за эту арочку из воздушных петель предыдущего ряда 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Так, подходим к следующему элементу, делаем накид и снова за вот этот столбик с накидом предыдущего ряда, который перед воздушными петлями, провязали 1, 2, 3 воздушные петли и 1,
2, 3 столбика с одним накидом. Вот таким вот образом вяжется наш узор. Снова переходим к следующему элементу: накид и рельефный столбик за вот этот столбик предыдущего ряда, который перед воздушными петлями. 1, 2, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом за эту арочку из воздушных петель. Таким образом вяжем до конца ряда. Покажу, что делать далее. Итак, довязываем до конца наш второй ряд узора. Здесь я провязываю 3 воздушные петли и в арочку из 3 воздушных петель 3 столбика с одним накидом. И сейчас покажу, как мы соединяем ряды и переходим на новый ряд. Так мы будем делать постоянно при вязании этого узора. Так, вот видите? И вот сюда, в эту петельку, которую перед 3 воздушными у нас идет в начале ряда, соединительная петля. И мы вяжем не по кругу, а опять же разворачиваем вязание, развернули и провязываем 2 соединительные петли и снова начинаем вязать наш узор, как мы его вязали во втором ряду, то есть со второго, и далее ряды мы вяжем вот таким вот образом. Так, делаю накид, рельефный столбик, 3 воздушные петли и 3 столбика без накида, 3 столбика с одним накидом в арочку из 3 воздушных петель. Далее снова у нас идет накид за вот этот столбик с одним накидом перед 3 воздушными петлями. Такой рельефный получается столбик. 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в арочку из 3 воздушных петель. Все, то есть все последующие ряды мы тоже вяжем таким образом, не по кругу, а в конце ряда мы разворачиваемся, то есть следующий ряд мы будем вязать изнутри, в другую сторону. Я вам уже это показываю. Смотрите, какой получается рельефный такой красивый рисуночек. Свяжу еще немножко, покажу еще раз. Так, провязав немного узора, еще раз покажу, как мы заканчиваем ряд и переходим на новый. Так, довязываем ряд. Это у меня уже какой? 1, 2, 3, 4, 5 ряд. Третий столбик с одним накидом. Смотрите, вот сюда заводим крючок, соединительная петелька, и не по кругу вяжем, а разворачиваем вязание и делаем 2 соединительные петельки. Дальше столбик с одним накидом, 3 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в арочку из 3 воздушных петель. Все. Вы уже знаете, как вязать узор. Вяжите на необходимую вам длину. Это все зависит от размера торбы, тоже в свою очередь. Так, смотрите, какой получается красивый рельефный узор. Очень красивый. Красивое сочетание цветов, по-моему, и интересный красивый узорчик. Вяжем, а я далее уже расскажу, связав необходимую мне длину, как перейти снова на джут и что делать далее. Так, я довязываю 6-й ряд узора. Для меня этого достаточно. Смотрите, какой получается торбочка, какой красивый рельефный узор. И далее мы перейдем на джут. Сейчас я закрою 2, 3, довязываю узор.
Так, последний 6-й ряд, это я вязала изнутри. Делаю последнюю петельку, закрепительная петля, и можно обрезать наш шнур и прятать хвостики. Так, смотрите, хвостики свои обрезала. Далее мы снова продолжаем делать обвязку из джута. Формируем нашу торбочку. Так, берем наш джут. Опять же, ряды мы будем закрывать хвостиком. То есть я оставлю где-то приблизительно сантиметров 50, чтобы было, ну, так вот, вполне достаточно. Да, и смотрите, как мы начинаем нашу обвязку. Заходим вот в эту петельку. Вот смотрите. В принципе, вы можете это делать там, где вы закрывали, ну, на том же уровне, где вы закрывали ряды из джута. Я делаю это, в принципе, в хаотичном порядке. Здесь не так уж и важно, потому что так как закрываем хвостиком, особых переходов нет. Так, берем наш джут и вывязываем первую петельку. Далее, смотрите, у нас такой узор оригинальный. Он занимает больше столбиков, чем, например, когда мы вязали донышко. То есть сейчас у нас с вами должно получиться 48 столбиков без накида. Смотрите, как я их распределила. Так, вот где у нас 3 столбика с одним накидом. Вот сюда посерединке провязываем столбик с одним накидом. Там, где у нас арочка из 3 воздушных петель, над арочкой мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. И опять вот место соединения, то есть там, где как бы переход ко второму элементу. Тоже провязали столбик без накида. То же самое и на следующих элементах. 3 столбика с одним накидом мы посерединке провязываем столбик, над арочкой 2 столбика, 1, 2, и вот тут вот вместе соединения 2 элементов. Еще 3-й ряд показываю. Так, где 3 столбика с накидом, 1 раз, над арочкой 2 столбика, 1, 2, и вместе соединения. Все, ребята, таким образом вот этот ряд самостоятельно довязывайте до конца. Еще раз покажу, как мы соединяем ряды хвостиком. И далее самостоятельно будем вязать еще, посмотрим, 3-4 ряда просто столбиками без накида. Итак, я провязываю последнюю петельку в этом ряду. Так, захватила. И теперь беру хвостик, которым я закрываю ряды. Протянули и закрыли крючок наш. Вот сюда протягиваем под эту косичку с изнаночной стороны и закрываем наш ряд. Так, я вам уже показывала, как мы закрываем ряды хвостиком. Вот сюда. Все хвостики подтянули. Так, смотрите, под косичку продеваем и начинаем вязать 2-й ряд. Просто под косичку столбики без накида. Так, я свяжу еще, так, это у меня будет, я свяжу еще вот этот и еще 2, то есть всего у меня будет 4 рядочка из джута, и далее покажу, как мы будем делать отверстие, потому что это же у нас торбочка, отверстие для наших утяжек. Вы же смотрите, если вы вяжете торбу большего размера, понятно, соответственно, вы ориентируетесь тоже, вы можете связать это расстояние немножко повыше. Поэтому вяжем самостоятельно. Еще у меня это получается 2-й, я еще свяжу 3-й и 4-й ряд, просто столбиками без накида, закрывая ряды хвостиком.
Итак, провязав 4 ряда из джута маркерами, сделаем отметки, где мы будем делать отверстия для нашей утяжки. Смотрите, вот отсюда у меня исходит моя нить. Да, здесь же у меня и хвостик, которым закрываю ряды. Красным маркером я отметила, вот так вот сложила нашу торбочку наполовину и отметила, ну, то есть половинку. Вот это передняя часть, вот это тыльная часть. Да, это боковинки мы здесь отметили, мы потом их уберем, потому что именно там, где маркеры красные, мы здесь отверстий не делаем. Мы далее отсчитываем. Передняя часть сейчас показываю. 1, 2, 3. Третью петельку ставим маркер. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 ставим маркер. Одну пропускаем. И снова ставим маркер. То есть здесь это спереди у нас будут выходить наши утяжки. То же самое с этой стороны. Да, мы 1, 2, 3. Третье отверстие ставим маркер и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Восьмое. То есть одинаковое расстояние. Что касается тыльной стороны. Опять же, начиная от боковушек 1, 2, 3 в третью петлю. И с этой стороны в третью петлю. От третьей 1, 2, 3, 4, 5 в шестую. Здесь то же самое в шестую. И между ними 1, 2, 3, 4, 5. Так, сейчас показываю, как делаем эти наши отверстия. Вот эти красненькие мы можем уже убирать. Я ими просто отмечала половинку моей торбочки. Боковинки, да. Так, берем крючок и начинаем провязывать первую петельку. Столбик без накида наш первый. Второй. И вот мы отмечали третью петельку, где у нас будет отверстие. Маркер снимаем, провязываем воздушную петлю и в следующую мы провязываем снова столбик без накида. И вот таким вот образом, там, где у нас стоят маркеры, мы будем пропускать в предыдущем ряду столбик без накида, а провязывать воздушную петельку. Сейчас еще раз покажу, а далее сделайте все сами. Так, маркер убираем. Провязываем воздушную петельку. Здесь пропускаем столбик без накида. Все вяжем далее самостоятельно. И покажу, как будем провязывать следующий ряд. Итак, провязали до конца этот ряд, где мы делали отверстия. И сейчас покажу, как мы вяжем ряд, который идет над отверстиями. Так, провязываем как обычно, столбики без накида. А вот где у нас была воздушная петелька, мы просто вот так вот провязываем, опять же, столбики без накида. Так, и идем далее. Получаются вот такие вот у нас отверстия, где мы потом будем протягивать нашу утяжку. Я обязательно покажу, как мы это сделаем. Так, все, идем, довязываем до конца вот этот ряд. Довязываем до конца 6-й ряд. Этот ряд, который идет над отверстиями. Так, провязываем последнюю петельку. Закрываем хвостиком ее. Хвостиков вполне хватило. Все, мне останется только последний ряд, который мы с вами свяжем, это соединительными полустолбиками. Я всегда люблю именно в конце провязывать этот ряд соединительными полустолбиками, потому что тогда край изделия получается красивым и плотным. Так, ныряем под косичку, вытягиваем наш шнур
И вот такими соединительными полустолбиками провязываем вот такую вот окантовку для плотности нашего изделия. Смотрите, тогда получается край плотным и более таким вот привлекательным. Вяжем до конца ряда. Еще раз покажу, как сделаем последнюю петельку. Так, смотрите, у нас остается не провязана еще вот эта петелька. Мы, когда сюда ныряем, вытягиваем не нашу основную нить, а оставшийся хвостик. И мы опять же хвостиком сейчас закроем этот ряд. Вот так вот его протягиваем. Вытягиваем петельки, чтобы они были одинакового размера. И делаем фальш-петлю. Формируем последнюю петельку. С изнанки ныряем и вот этот хвостик вытягиваем на изнаночную сторону. Все, смотрите, все петельки получились у нас одинаковыми. Все, джут можно обрезать, прятать хвостики. Далее покажу, как я вязала утяжку и ремешок для данной сумочки. Итак, вяжем утяжки для нашей сумки-торбы. Смотрите, как я буду их вязать. Так, набираем 1, 2, 2 воздушные петли. Смотрите, эту пропускаем. Сюда вытягиваем петельку. Снимаем с крючка и провязываем сначала первую петлю, потом вторую. Первую, затем вторую. Первую, снова вторую. Первая петелька и вторая петелька. Смотрите, шнурочек закругляется и получается вот такая красивая косичка. Первая, вторая. Вяжем вот таким вот образом на необходимую нам длину. Так, смотрите, я связала утяжку длиной 70 сантиметров. Вы вяжете в зависимости от того, какого размера у вас получается торбочка. То есть все можно регулировать. Да, когда у нас на крючке 2 вот эти петельки, последнюю петельку, смотрите, мы просто провязываем, делаем узелок. Подтянули, вот этот хвостик потом спрячете и припаяете эти хвостики, чтобы не было видно хвостиков ни с одной, ни с другой стороны. Вот такая получается красивая утяжка. Что касается ремешка. Ремешок у меня тоже будет вязаный. Смотрите, я аналогично буду вязать ремешок для сумки, торбочки своей. Делаем узелок и набираем не 2, а 3 воздушные петельки. Во вторую и в первую протянули петельки, сняли и провязываем сначала первую, потом вторую, потом третью. То есть таким образом у нас вот эта вот косичка будет немножко больше, чем сама утяжка. Сейчас провяжу немножко, вы сами все поймете. Если вам неудобно удерживать все вот эти петельки, вы можете взять крючок второй. Я вот так вот удерживаю, в принципе, снимаю, ничего, петельки не убегают. Вот, видите? То есть получается немножко помассивнее, потолще вот этот ремешок. Можете такой же толщины сделать, как и утяжка.
Так, смотрите, при помощи крючка. Сейчас возьмем крючок. Так, берем крючок, собираем все на крючок. Крючок не обязательно даже такого размера. И вот так вот провязываем. Может, кому-то будет так удобнее. Если вы хотите, чтобы у вас ручки были немножко поплотнее, опять же, вы можете набирать не 3 воздушные петельки, а 4. То есть все зависит от вашей фантазии и вашего желания. Вот, ручка становится вот такая, она закругляется. И мы вот таким образом провязываем. Вяжем необходимую длину. У меня длина будет приблизительно 120 сантиметров. Можно сделать немножко больше, так как у меня еще будут кольца, которые я буду присоединять к торбе. И на эти кольца я просто ручку эту буду как бы немножко привязывать. Вот смотрите. Вот у нас 3 воздушные петельки, да, а вот 2. То есть, ну, разница не очень значительная, но все-таки видно, что вот этот ремешок потолще. Вяжите ремешок на необходимую длину. Итак, продеваем сейчас нашу утяжку. Вот это передняя часть, где у нас расстояние вот это самое минимальное. Да, начинаем отсюда. И по очереди в каждое отверстие. Так, продели. Смотрите, сложили нашу торбочку. Какая выходит красота. И можно просто вот так вот легко вяжется красивый узелок, причем который легко развязывается. Так, смотрите, к боковинкам присоединяю кольца. У меня такой цвет под бронзу. Присоединяю вот так вот где-то посерединке вот этого полотна над третьим рядочком джута, да. Диаметр по внешнему кругу этих колец 2,7 сантиметров. Понятно, если у вас торбочка побольше, то и кольца, в принципе, надо брать побольше. Так, ручку я связала, но не забывайте, что она немножко пружинит. То есть я ее измеряла вот в таком вот виде, немного натянутом, чтобы она у меня была 120 сантиметров. И я вот эти ручки просто вот так вот беру и привязываю кольцам. Мне нравится такой эффект. Вы, в принципе, можете пришить это, опять же, по желанию. Так, затягиваем наши утяжки. Затягиваем нашу утяжку. Легко и красиво завязываем узелок. Очень красивый узелок. И все, торбочка готова. Смотрите, какая получается красота. Очень красивое сочетание цветов. Так что, если вам понравился мой мастер-класс, где я подробно рассказала, как связать сумочку-торбу любого размера из джута и шнура, ставьте, пожалуйста, ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Всем пока-пока.